Представители знака зодиака Дева, девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, знаки судьбы, личная жизнь, что ждет в 2025 году. И давайте узнаем подсказки карт и будем при этом реалистами. Конечно, личная жизнь – это про любовь, это про чувственность, это забота, это наши близкие, это эмпатия в целом. Но это еще и вопросы дома, и вопросы денег, ваши достижения личные, ваша самореализация и планы на будущее. Энергии 2025 года призывают нас привести в полный баланс все эти направления. Мудрость, гибкость, дипломатия – основные союзники в 2025 году. Потому что и внешние события, и обстоятельства во многом могут нас где-то удивить и, может быть, даже разочаровать. Поэтому будет важно сохранить центр своего собственного благополучия или отстроить как таковой, если его пока не имеется, и сделать это в соответствии с нашими желаниями, ну и, наверное, теми возможностями, которые у каждого лично они есть, присутствуют. У нас сегодня две колоды. Таро поддержки патронажа ангелов и оракул сердца. Давайте посмотрим. Вот именно оракул, знаки судьбы мы спросим на этой карте, на этой колоде карт. Достанем несколько позиций по разным направлениям. Но на колоде Таро, первую карту. А вас, что нам расскажут карты, мои дорогие девы? Как карты видят ваши энергии на 2025 год, на личную жизнь, ваше настроение и общий фон ваших энергий. 2025 год. Личная жизнь. Что вас будет радовать? Что вас будет вдохновлять? Что вам будет помогать? Как проявится партнер по отношению к вам? Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? Какие энергии? И возможные сюрпризы. И теперь на оракуле мы достанем 4 карты, как знаки судьбы. Первая карта «Что важно знать?» или «Что нужно учесть, может быть, на 2025 год?» И по направлениям энергия любви, энергия дома, как совет от карт, как знаки судьбы, и энергия денег и ваши достижения. Итак, что о вас нам скажут карты? Вот выйти, наверное, из отшельника основная задача, хотя сделать это будет достаточно непросто. Может быть, какой-то предыдущий период вас уже как закалил или сделал таким человеком, который, с одной стороны, и это положительный эффект, такие энергии дают, когда вы где-то умеете не доверять людям. И значит, вам никто не может помешать, мои дорогие. Вы тут очень правильно оцениваете обстановку. Вы будете обладать волшебной интуицией, поэтому слушайте подсказки шестого чувства. Безусловно, отшельник – это еще и философ. К вам могут обращаться для того, чтобы решать какие-то сложные темы или запутанные вопросы. Может быть, кто-то, ну, даже из ваших близких по части личной жизни к вам будет обращаться. Вы вообще будете заняты чем-то более духовным. Или я не могу сказать по этой карте, что любовь у вас будет на первом месте. Увы. И карта ведь прекрасная, да, никто не мешает, как я сказала. Но вот эта сила желаний осуществить лично то, что важно для вас, или как какой-то духовный путь, или, может быть, это, к примеру, у кого-то может совпасть переезд или какое-то перемещение, новое направление вашей деятельности, у кого-то учеба, у кого-то из вас, когда вы хотите работать на самого себя и вам захочется личное дело открыть. Вот здесь именно то, что для вас наиболее важно, стоит на первом месте. И это определяет энергетику на весь 2025 год. Но карта отшельника ни разу не о любовной энергии. Ну, давайте мы пойдем дальше и спросим, что же вас будет радовать, что вам будет помогать. Ну, выйти как будто из отшельника, я, по крайней мере, вижу именно так. Хотя
Даже если вы предполагаете, что и даже сами этого хотите, может быть, была какая-то прежде разочаровывающая история, надоело вот это одиночество, тогда примите во внимание, что, ну, оно само по себе как бы не пойдет. Вам придется, ну, как работу над собой какую-то проводить, это точно. Вы решаете какие-то свои вопросы по части самовыражения, самодостаточности. Взаимодействуя с людьми, вы можете и встретить человека где-то похожего на вас. Но что же вас будет радовать? Второй старший аркан. Радость определенно будет. У вас будет победа в ваших достижениях. Ваши в целом позиции намного сильнее, крепче будут. Для кого-то удастся совершить переезд, или какой-то ваш план, он тоже будет осуществлен. И не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Вот всегда говорит карта Колесница. Ну, наверное, как и отшельник, его невозможно чем-то особо удивить, но основной посыл по карте Колесницы: не оглядывайся, безусловно, назад. И это сила желания сама по себе. И вот это будет и помогать, и господствовать над вами. Какие вы для себя поставите планы? Тогда с учетом вот этих уже двух карт, карта отшельника будет говорить, какое ты сам направление выберешь. И даже если меня смотрят девочки, значит, и для вас может быть, знаете, как какое-то ваше достижение или то, что вы поставили для себя вот на первое место, может быть, даже как творчество. Еще вопрос, уступит ли оно вот эту пальму первенства личной жизни? Нет, тут все же именно вы сами, как ваша какая-то миссия, мои дорогие девы, это должно быть продолжено. По крайней мере, у кого-то из вас будут преобладать такие энергии и такие мысли. И продвижение-то вот оно идет. Причем по аркану Колесница это могут быть быстрая смена событий. А для кого-то из вас могут карты говорить, что для того, чтобы ты встретил, для тех, кто один или одна, для того, чтобы встретить человека своего, тебе нужно переехать. Может быть среди других людей, среди другого социума. Или, ну, все равно вот с перемещениями, с переездами. Или когда какая-то концепция вашей жизни все равно меняется. И, может быть, следом за изменениями в делах, в вашем творчестве, в бизнесе или в смене места жительства, следом уже придут изменения в любви, или вы станете семейным человеком, встретите свою вторую половинку. Ну, давайте мы спросим, откроем третью карту, как проявит себя партнер по отношению к вам. Вы знаете, вот 3 карты могут говорить о том, по крайней мере, может быть, меня людей больше таких смотрят, у которых была какая-то минусовая ситуация, было какое-то разочарование. Потому что по пятерке воздуха именно в этой колоде это ошибки. И здесь могут быть ошибки, как и ваши, где-то в чем-то, и вы их тут надо будет проанализировать. Причем, если это была однозначная история со знаком минус, мы говорим самому себе или самой себе: да, это была моя ошибка. Может быть, я зря понадеялась на человека. Или не нужно думать слишком хорошо. Сразу же, пока ты не узнал персону более близко, пока ты детально не изучил, не нужно доверяться. Но опять же, это наша ошибка. Мы не воздействуем на людей, мы не пытаемся их изменить. Мы просто в отношении себя самих понимаем, что в этом контексте была ошибка, и мы ее больше не хотим повторять. Но опять же, мелкая карта, и там прописано на ней: не драматизируй. Значит, как будто что-то нужно передумать. Но я могу предположить, что вот эта прежняя история, которая была со знаком минус, это ведь и партнер-то тоже может что-то передумать. Мы ведь спросили отношение человека именно к вам. Поэтому и партнер может признать свои ошибки и стремиться с вами к примирению. Вот такой момент может быть. Давайте мы узнаем, будет ли новое знакомство. Да. Хотя двойка жезлов может говорить о том, что человек из прошлого возвращается. Или тот человек, с кем вы были знакомы. Может быть, это была дружба. Или просто само по себе знакомство. Но здесь все же присутствует тот момент, что вы друг друга уже знали. Какая-то история в прошлом. Ну, может быть, виделись пару раз. Тут у каждого по-своему. Или общались. А здесь вы уже смотрите в одном направлении. Для кого-то из вас, мои дорогие девы, может быть, отношения не всегда развиваются вот как-то
плавно. Да и любовь идет под разными флагами. Поэтому, правда, у кого-то совпадет и переезд, и ваша какая-то работа, деятельность, и отношения с человеком, которого вы вроде бы знали, но, может быть, недостаточно хорошо. Поэтому важные разговоры, откровенные, вы с ним проведете, и после этого, словно вы смотрите в одном направлении. Но если мы говорим все же о знакомстве, о новом, я не могу отрицать, что нет. Не будет оно, не состоится по двойке жезлов. Но больше двойка, конечно, показывает о тех персонах, которых мы уже знали. Или были какие-то контакты. Будет ли новое знакомство? Давайте я спрошу. Ну, держи баланс, говорят. Здесь по этой карте, пусть не в этой колоде, иногда по аркану умеренность, но здесь карта баланса называется, проходит не случайные случайности. Может быть, совершая какой-то переезд, или перелет, или отправляясь в какую-то поездку, познакомиться или встретиться с человеком. Вы, скорее всего, если познакомитесь, то в тот момент, когда меньше всего этого ожидали. Да, правда. Вот то, что я сказала сейчас. Потому что у вас выпадает 20-й старший аркан, и он будет говорить о том, что вот я сейчас только что произнесла, подтверждая правильность моих слов. И для вас эти новые отношения, вот мало того, что неожиданно, они будут как в лице нового человека свидетельствовать о том, что заканчивается период одиночества или как меняется вообще какая-то ваша концепция жизни, изменяется качество жизни, изменяется вообще все кардинально. А для тех, у кого прежде были какие-то контакты, связи, или вы знали друг друга, отношения тоже могут перейти на новый уровень. Вы можете, правда, примириться. Я хочу тогда спросить, вот тут два старших аркана я уже не достаю. А вот пусть нам карта вот эту пятерку мечей непонятную, проявление партнера к вам. Вот еще одна. Вы знаете, у кого-то могла быть ссора с человеком конкретно. Причем две пятерки. Две ерунды, по сути дела. Ну, такая вот мелкая какая-то, но неприятная карта. Ну, правда. Не случайно, наверное, как и баланс. Ну, держать и вам баланс приглашают или предлагают. Но и 20-й все-таки старший аркан. Это подведение итогов. Это момент перехода между прошлым и будущим. И если прошлое вот с этими двумя пятерками была связана, а вот десятка земли – это благополучие. Причем такое, знаете, это как карта счастья, уверенности. Ну, благополучие в квадрате, назовите это так. Это и вопросы дома, это и вопросы семьи, когда вы можете создать семью. Это и совместное ведение хозяйства, и, безусловно, финансы тоже. И финансы есть, финансы будут. Поэтому очень даже та история, мои дорогие девы, которая прежде была, ну, какая-то или непонятная, или качелеобразная, она может у вас не только проясниться, а возобновиться с новой силой или с новым качеством. Придет человек в вашу жизнь. Давайте мы узнаем, что вам может помешать. Но если вы где-то сами закроетесь от примирения или какая-то была однозначно, может быть, ситуация для вас такая деструктивная. По семерке мечей девочка у нас, свернувшись калачиком, одиноко вот так заснула на скамеечке. А у мальчика почему-то 5 яблок. И девочка спит, и он подкрался и пытается вот в корзинку, где всего лишь 2 яблока, доложить вот эти 5. Он готов отдать те яблоки, которые, видимо, он предпочел какой-то крепкой дружбе. Так вот, девочка, она хоть и маленькая, меч наготове, как у воина, она никому не верит. Вот у вас может быть такое состояние по прошлым отношениям, и вы можете это перенести на новое знакомство. Вы можете это переносить на каждого нового знакомого. Может быть, с кем бы вы ни сталкивались, это уже, как, знаете, какая-то, ну, не самая лучшая программа рассматривать человека. Вот я никому не верю, не случайно у вас выпадает отшельник. Значит, была, мои дорогие девы, какая-то ситуация из ряда вон выходящая, когда от кого меньше всего ожидали, тот и предал. Оно, к сожалению, так бывает. И иногда это бывает именно с близкими людьми. И подвох приходит от тех, кому мы верим, но едва ли не больше, чем себе.
или вкладывались в эти отношения. Но тогда примите во внимание, тут конкретно может помешать какая-то прежняя история. Выводы нужно делать. Вот как я сказала, я зря, может быть, доверялся. Или я зря позволила себя куда-то, как одеть на себя розовые очки и завести в какие-то иллюзии. Но опять же, это моя вина. Моя вина, потому что, ну, была наивная, например. Или я был слишком добр кому-то. Мне нужно было быть более таким осторожным, более холоднокровным в некоторых вопросах. Тут ведь у кого-то мог быть такой случай из ряда вон выходящий, когда и отношения разрушились, а еще и минус какой-то по финансам, и могли остаться с детьми один на один, и что делать дальше? И теперь, конечно, себе навредить абсолютно не хочется. И вот это недоверие вы можете переносить на других людей, и это вам будет мешать. Возможные сюрпризы, они у вас будут. Это может быть и новое знакомство, но все же первый отшельник и туз земли. Посмотрите, ребенок, мальчик. Эта карта будет говорить об избытке. Все-таки у нас земля, пентакли, туз пентаклей. Поэтому у кого-то деньги, мои дорогие, причем такие существенно большие деньги, может быть и так. И ресурсы, мои дорогие, вы ресурсны. И значит, какая-то ваша тема, ваша задумка, у вас ваше желание исполняется. Но нам не случайно мальчик изображен. Это, как знаете, первые шаги или какой-то первый очень важный итог ваших приложенных усилий. У вас он будет. Это ваши личные достижения, это ваши личные заслуги, где-то заработки. И это ваша сильная позиция, которая сразу же имеет прекрасные перспективы, мои дорогие. Ладно, давайте мы с вами спросим на колоде оракула, что же важно знать, если мы говорим о личной жизни. Решить семейные вопросы и буквально простить родителей своих, и тогда личная жизнь пойдет в каком-то другом ключе. И, может быть, действительно ситуация была у кого-то очень сложная в вашей жизни, когда, ну, не все было хорошо в вашей семье. Вы вынуждены были добиваться буквально с нуля каких-то своих высот, каждый раз брать какие-то реванши. Может быть, были и падения, и этот период очень легким не назовешь. Вы бы, может быть, и хотели, глядя на других людей, чтобы ваша жизнь как-то с большими плюсами, возможностями развивалась с самого начала. Но все же карта говорит, что ты не переноси вот ту историю, которая у тебя была прежде, может быть, или касалась твоих родителей. Вот этот вот, кстати, отшельник, который у вас первой карты выпадает, ведь может говорить еще и о том, что у кого-то из вас, мои дорогие девы, какая-то минусовая ситуация именно с родителями была связана, и вы вот где-то так уходите в отшельника, закрываетесь, нет ни помощи, нет ни сострадания, нет ни сочувствия. Вас жизнь как будто нарочно делает более жестким человеком или более таким хладнокровным человеком. Обстоятельства, опять же. И тогда совершенно необходимо вот это прощение для того, чтобы отпустить какую-то ситуацию и самому, мои дорогие, быть счастливому. Вот такая метаморфоза, в принципе, которая не только личную жизнь затрагивает, а затрагивает, может быть, эпоху, период вашего детства, молодости, становления. Но вот каким-то образом какой-то гештальт словно тянется в 2025 год, и вам нужно с этим разобраться, потому что это просто может мешать. По крайней мере, так нам говорит колода оракула сердца. И это вопрос был, что вам важно знать. Энергия любви, мои дорогие. И карта продолжает все то, что я уже сказала. Взаимная зависимость. Зависимые ситуации оказывают влияние на вашу жизнь. Пока вы где-то так, знаете, ну, как внутреннее состояние холода. Или вы словно еж, мои дорогие. Скорее тут иголки распущу, чтобы меня никто не обидел, чтобы меня никто не ранил. А ведь и правда, у кого-то могли быть травмы с детства, какие-то сложные переживания, которые в целом сформировали какое-то, ну, может быть, не самое добродушное отношение или доброе отношение к вашему даже социуму. Вам придется какую-то
но вот как параллель с прежним периодом жизни провести просто для того, чтобы, может быть, сказать, ну было это в моей жизни и было. Пусть моя какая-то прежняя история, она не складывалась личных даже отношений, ну, не была она самая счастливая. Хорошо, я делаю выводы и иду дальше. Вот, может быть, не случайно какие-то ошибки, как прощение. Простить себя и простить других. Именно для того, чтобы идти свободно дальше и налегке. Чтобы не быть заложником каких-то прежних ситуаций, которые были связаны либо с вами, либо с вашими близкими. Энергия дома. Карта нам больше говорит о доверии. И если карта нас призывает доверять или говорит, эта ситуация требует от вас конкретно веры, и мы говорим про энергию дома, значит, дома должны быть все те, которым вы доверяете, которые доверяют вам. Здесь не должно быть, знаете, как какого-то одного преобладания, или когда один буквально давит авторитетом на остальных, иначе невозможно построить какую-то, ну, такую добрую основу взаимопонимания. А для дома такие энергии немаловажны. Может быть, конкретно, мои дорогие, энергия дома. Вы хотите переехать. И тогда проверяйте документы. Проверяйте какие-то еще составляющие, которые, из чего складывается ваш переезд. Здесь, может быть, вера, она присутствует, но и себя подстраховать все-таки я вижу, чтобы было не лишнее. Есть для вас, в принципе, как, знаете, главная, может быть, тема в 2025 году, тема доверия, опять же. И если прежние какие-то моменты были со знаком минус, вот по этой карте я могу предположить, что кто-то осуществит переезд, ну, к примеру, проживали с родителями, а теперь вы захотите жить отдельно. Может быть, еще и кто-то не будет строить свою личную жизнь, именно личную, вот так вот уже оформляя отношения, но то, что вам самому, самим собой или самой собой захочется побыть, как будто я себе доверяю. Мне нужно, прежде чем отстроить какую-то новую стратегию, тактику по части личной жизни или новых знакомств, мне нужно как место моей надежности, моей безопасности, моего уюта, в конце концов, место веры. И прежде чем я кому-то доверюсь, мне нужно научиться самому себе доверять или самой себе. Потому что есть уже несколько карт, нам сказали, что какая-то прежняя история может на вас как раз оказывать воздействие. Давайте мы узнаем энергии денег и ваши достижения. Хотя нам уже сказали, это как раз у вас работает более чем хорошо. И карта нам тоже, между прочим, продолжает эту историю. Пришло время отстраниться от мира. Вот буквально так это звучит. И кто знает, вот опять же отшельник. Для кого-то из вас это энергия, когда вы можете, правда, с головой уйти в работу, в свои какие-то дела, достижения. Но если мы говорим все же личная жизнь, и у вас прогресс по части ваших воплощений или воплощений ваших желаний, самых разных, все то, что касается с позиции дела, работа, бизнес, где-то деньги, у вас, мои дорогие, получается. И в этом как ваш приоритет и сила одновременно. Но если вы хотите построить свою личную жизнь, с учетом вот этих двух карт, веры, да, требует. И я сказала, может быть, прежде чем я построю какую-то новую историю любви, мне нужно побыть одному. Ну тогда следом, после этого этапа, скорее всего, у вас будут и знакомства или возможность как раз быть счастливым и привести в баланс не только энергии денег, мои дорогие, но и энергии любви тоже. Каким-то образом ваши достижения, деньги, ну, они зависят и правильного анализа или, может быть, даже прощения каких-то прежних историй, у кого-то связанных либо с предыдущей любовной историей, либо даже влияет история ваших родителей на формирование вас самих и как вы организовываете свою личную жизнь. Может быть и правда, какой-то период нужно побыть одному. Вот я могу такое допустить. Понятно, не для всех, не для тех, кто
сейчас может быть в паре и все хорошо. Видимо, значит, раз энергии такие у карт, мои дорогие девы, значит, среди вас, скорее всего, много тех людей, у которых как раз и не все хорошо складывается в личной жизни. Но вот все то, что я уже сказала или нам продемонстрировали карты, как раз словно провели, особенно оракул, провели ту историю, прежде чем как раз вот у нас пара, да, в свадебной одежде уединяется. Вот нужно пройти какой-то подобный путь. И вы обязательно будете счастливы. У вас что-то очень важное в вашей жизни решается в 2025 году. Правда, вы как и миссионер, но и одновременно все же тот, который может и должен быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.